Вот такой у нас сейчас переполох в цыплятнике. Вот такое творится все. В помещении тоже переполох. Здесь я все вычищаю и будем ставить гнезда. Пора цыплятам уже готовиться к снесению первого яйца. Некоторым из них уже исполнилось 4 месяца. И уже вот эта курочка должна привыкать к гнездам. Для этого ей нужно время. Вот как раз и будет привыкать. Поэтому сейчас вот такое вот у нас переполох. Я занимаюсь уборкой. Вот так вот у меня удобно. Можно снять насесты и поставить их в сторону, чтобы они не мешали чистить помещение. И будем заносить гнезда, которые мы уже предварительно обработали, продезинфицировали, почистили, покрасили. Все уже готово, только осталось занести. Почему-то птицеводы недооценивают вот этот продукт, который служит для строительства самого яйца. Это кормовая ракушка. Вот. Кормовая ракушка – это строительный материал яйца. И этот компонент должен быть в курятнике всегда 24 часа в сутки, 365 дней в году. Кормовая ракушка служит нам помощником для высокой яйценоскости у кур. И всегда я всем рекомендую, тем, кто у меня спрашивает, куры не несутся, что делать, я первым делом советую кормовую ракушку обязательно курочкам дать, включить свет. Освещение в курятнике влияет очень сильно. И вы увидите, что ваши куры начнут хорошо нестись. Потому что все-таки корма для того, чтобы курочка хорошо неслась, недостаточно. Скорлупа яйца, она должна быть твердая, она должна из чего-то сформироваться. И в этом нам поможет кормовая ракушка. Кормовая ракушка нам помогает не только сделать яйцо, но и еще она служит жерновами. С помощью ракушки хорошо усваивается пища. Пшеница и кукуруза в желудке хорошо перетираются с помощью этой же ракушки. И полезные вещества усваиваются у курочки, и она несется. Вот и весь секрет. Многие птицеводы забывают просто про кормовую ракушку.
Поэтому я решила вам напомнить про это. Поставьте своим курочкам кормовую ракушку. Ну, вот такая красота у цыплят. Занесли им гнезда. Вот так цыплята их обживают, привыкают. Вот такие красивые гнезда будут у вот этих цыплят. Очень часто меня спрашивают, гнезда очень хорошие, а вот теперь как приучить цыплят к вот этим гнездам, чтобы они неслись вот в эту дырку, чтобы они неслись на линолеум? Как же их приучить теперь? Я это все вам буду показывать, как я буду приучать своих цыплят к этим гнездам. Пока что я их приучаю к самой конструкции. Вот я занесла их. И неделю эта конструкция просто будет стоять. Затем я вам все буду показывать, как я буду делать. Но вкратце сейчас вам расскажу. Вот прямо сходу я вам сейчас расскажу два способа, как приучить цыплят нестись в эти гнезда. Сначала вы в это гнездо кладете солому. Это первый способ. Кладете сюда солому и делаете самое обычное гнездо. И так неделю курочки сюда несутся. Они несутся как на обычное гнездо в солому. Представляют себе обычный ящик с соломой и, как обычно, по природе несутся сюда. И когда пройдет неделя вторая, они привыкнут к этому помещению, к этому пространству. Эту солому просто убираете. А курица по привычке продолжает нестись в это гнездо. Она знает эту конструкцию, она знает, куда нужно идти. И несется уже без соломы просто в какое-то помещение, скажем. И прекрасно несется. Это первый способ приучить курицу. Второй способ — это вот, смотрите, вот такие яйца мы вырезали из обычного газобетона. Форма яйца из газобетона и прикрутили на саморез. Курочка заходит в гнездо, видит, лежит какое-то яйцо, и куры — это повторялки, и ей тоже нужно сюда снести яйцо. И тоже таким образом приучается и начинает нестись. Можно вместо такого яйца из газобетона вырезать из дерева, покрасить в белый цвет. Можно теннисные шарики. У меня есть детская игрушка, которая так и называется «Десяток яиц». И они такие резиновые. И я эти яйца прикручиваю на саморез возле самой дырочки. Вот здесь, вот здесь. И тоже они постоянно находятся возле этой дырки, эти резиновые яйца. И курица заходит, видит яйцо, и садится рядом и несется. Это без проблем. Все это я вам покажу, все это я буду делать. А пока мои курочки, цыплята, привыкают к самим гнездам, к самой конструкции. Точно так же с гнездом в нижнем. Здесь просто застелен линолеум под наклоном. Линолеум под наклоном. И в это гнездо можно положить соломы. Точно так же сформировать гнездо. И курочки обязательно туда понесут яйцо. Но самым главным фактом это то, что в помещении, где ночуют у вас куры, не должно быть альтернативы. То есть никаких больше ни ящиков, ни гнезд, никаких
емкостей, в которые могли бы куры нестись, не должно быть. То есть одно гнездо, которое вы хотите приучить кур, и больше ничего. И тогда курица обязательно понесет яйцо в это гнездо. Таким образом я приучаю кур. Я даю цыплятам уже начиная с 3-месячного возраста. Вот у меня уже стоит здесь бункерная кормушка для ракушки. И посмотрите, у моих цыплят уже есть ракушка. И не забывайте постоянно пополнять бункерную кормушку. Во-первых, что еще кормовая ракушка дает, если мы цыплят начнем кормить ракушкой с 3-месячного возраста? Вы сразу заметите, как ваши цыплята начнут расти сразу. А почему? Потому что кормовая ракушка помогает усвоить им зерносмесь, и естественно цыпленок из этой зерносмеси берет себе все питательные вещества, они хорошо усваиваются, и цыпленок начинает расти. То есть вот эта зерносмесь не выходит просто транзитом, а она усваивается. И поэтому цыпленок начинает хорошо расти. Это именно благодаря кормовой ракушке. Вот так. Ну и естественно, я жду от этих цыплят яйцо. Уже некоторым из этих цыплят 4 месяца. Поэтому вот-вот, через 2 недельки, какая-то из них уже вполне может снести первое яйцо. Поэтому, чтобы ей помочь сформировать это яйцо, я даю кормовую ракушку. Кормовая ракушка может быть любая. Какую найдете? Они могут продаваться на рынках. Ракушка может продаваться в ветеринарных аптеках, в специализированных магазинах по продаже комбикормов. Там обязательно должна быть ракушка. Спрашивайте у продавцов и покупайте. Это может быть совершенно любая ракушка и любого производителя. На пачке, естественно, пишут нормы для каждой из видов птицы. Но я не придерживаюсь этим нормам. Я насыпаю в бункерную кормушку. И у моей птицы кормовая ракушка есть всегда. То же самое касается курочки Марана. Ей уже 4 месяца. И вполне вероятно, скоро у нее будет первое яйцо. Поэтому и для нее я приготовила кормовую ракушку. Все. И у маранов у меня тоже кормовая ракушка.